Мы как-то сидели в Финляндии на сведении нашего альбома, у нас до сих пор еще не было названия группы. И тут нас как-то и осенило. Что такое Эррора? Ну, пожалуй, это останется тайной для всех. Для каждого это название может нести свой смысл. По сути дела, это несуществующее слово. Название очень интересное, очень необычное. Мы к этому долго шли определенно. Что такое Эррора, мы вам никогда не скажем. Но если вы будете искать, то вы обязательно найдете значение этого слова когда-нибудь, может быть. Но это слово, это много концепций, это как алмаз. Переворот всего того, что есть. Эррора, иррациональность. Эррора — это концепция. Концепция какой-то штуки. Злой. Так получилось, что я пришел в группу, наверное, первый. И с этого началась группа. А потом кто-то еще приходил. А я вот не помню, кто мне написал. То ли Артем мне, то ли я Артему написал. Я не приходил в эту группу. Эта группа сама пришла в меня. И был такой пасмурный питерский классический день. Это было в центре. Осенью. Вот, встретился с Тёмой. Он отвел меня в хардкор-столовку. Там было реально все по хардкору. Прям тест. Хороший тест. Но я его прошел. И все стало круто. Песни на альбом придумывались по-разному. Какие-то задумки уже были до становления того состава, который, собственно, записывал этот альбом. Какие-то задумки приходили буквально за чуть ли не несколько дней до дня записи, когда уже вроде бы все готово, но чего-то не хватало, и мы сидели, додумывали все эти нюансы, все эти переходы. Каждая партия, каждая мелочевка вот просто пропускалась через душу, через наши нервы и через наше терпение. В основном это происходило так, что кто-нибудь приносит какую-то идею, какой-нибудь риф или какую-нибудь мелодию напевает, и все остальные так. Ну да, ничего. Это можно взять, это можно использовать. Из этого потом вырастала песня, вырастал какой-нибудь куплет, припев, ну, что-то добавлялось, что-то отнималось. А вообще про каждый трек можно отдельно говорить. Ну, ребята приносили мне темки какие-то, что-то наигрывали. Ну, я сидел дома, писал электронику на них, крутил вот на этих штуках всяких звук. Вот. Придумывал партии. Потом они приходили, говорили: не, это все говно, надо переписать. И я такой: о, черт, да это же было офигенно. Вот, ну, переписал, написал новую партию. Потом чуваки приходят снова, говорят: опять переписать. Ну, в общем, полный хардкор. Но в конечном итоге я понял, что нужно, и запилил туда электронику, которую вы можете услышать на альбоме. Этьен Син — это человек, который выручил нас в очень важный момент. Началось все с того, что у нас был вокалист. Все как обычно, мы не сошлись во мнениях, ему не нравилось то, что мы хотим делать. Мы уже подготовили почти весь материал к записи. Мы уже не могли
таить и держать в себе эти песни. И поняли, что нам нужен реально крутой чувак с реально крутым вокалом. Нам пришла в голову одна очень простая мысль. Почему бы не воспользоваться помощью профессионального человека? Мы стали искать. Было, с одной стороны, довольно сложно выбрать, с другой стороны, многие нам не подходили просто по нашим личным убеждениям. Но в итоге остановились на нем, потому что из всех представителей он был круче всех. Мы написали Этьену, Этьен согласился поучаствовать в этом проекте. Мы записали музыку в Санкт-Петербурге, он записал вокал в Нью-Йорке. Это нестандартный вариант. И все это потом мы дружно повезли сводить. Вот такой вот у нас получился немножечко интернациональный проект. Его вокал прозвучал на всех песнях, он справился со своей задачей отлично. С ним альбом стал гораздо круче. В той ситуации, в которой мы тогда оказались, это было лучшее решение, потому что альбом получился качественным, крутым, вокал на нем на очень высоком уровне. Я полностью доволен этим решением и этой записью. Так у нас получилось. Всем привет. The tables against me. Записываться на таком уровне, записываться на хорошем мировом уровне достаточно тяжело. Запись проходила в довольно экстремальных условиях, работа была проделана просто колоссальная. Подход ко всем этапам записи был невероятно сложный, была поставлена очень высокая планка. Для меня запись была очень тяжелой. Мы много страдали. Я же электронщик, я страдал больше всех на записи. На самом деле нет. Электронику записать очень просто. Сидишь, пишешь партию, и, собственно, запись готова. Мы писали достаточно много дублей, выбирали лучшие. С гитарой в руках мы ковыряли еще раз эти ноты. В процессе записи у нас постоянно рос наш внутренний скилл, наши потребности изменялись, и это приводило к тому, что то, что мы записывали в начале, нам не нравилось, и нам приходилось перезаписывать это. Записываться достаточно тяжело, но круто. Получаешь реально крутой опыт. Парни, конечно, побывали в аду. Они писали свои гитары по 8 часов каждый день. Не уходили, пока не получится офигенный риф или офигенная басовая партия. Мучились, страдали. И настрадались. Круто же звучит все. Результат превзошел наши ожидания. Теперь все наши работы будут делаться в подобном ключе. Сведение проходило в Финляндии на Astio студии. Мы записали альбом в Петербурге и поехали со всем материалом на тачке в Лапинранту. Мы приехали к человеку по имени Анси Кипа. Это крутой финский звукорежиссер. Человек огромный профессионал своего дела. Он вложил огромнейшую часть своего мастерства в этот альбом. У него можно многому научиться. У него супер потрясающая студия. Было прикольно, было тяжело, мы практически не имели свободного времени. В часы работы мы принимали активное участие.
Он показал нам кучу всяких крутых штук, всегда с нами советовался. Он не делает так, что, чуваки, я вот сделал, все, и так останется. Он что-то делает и постоянно спрашивает. Если ты ничего не можешь ему сказать, он просто рекомендует, как лучше будет сделать. Ему понравился наш саунд, ему понравилась наша музыка. Это нас дико вдохновило. С ним было круто работать, с ним было круто тусоваться. Он очень интересный человек, с ним приятно общаться. Было выпито огромнейшее количество алкоголя. В общем, Антикипа очень крутой чувак. Всем ребятам, особенно из Санкт-Петербурга, кто хочет получить продукт высокого уровня, я рекомендую ехать записываться к нему, ехать к нему сходиться. Там можно круто потусить, круто угореть, круто свестись, в общем, сделать крутое музло. Hi, my name is Anssi Kippo. I'm from Astia Studios, Finland. I'm the mixing engineer on the new Aurora album. We did the mixing in summer 2014 using analog equipment, and for example, lots of analog compressors was used, no plugins whatsoever on the album, and the material I think is very good. Songs I find very touching, moving. There's a lot of emotion in the band and in their music. And we did some reamping in studio, recorded the guitars with SM58s and Royer ribbon microphones. And yeah, basically this is the equipment we used. Lots of old school analog stuff. And I think the album turned out pretty good. Я приехал на третий день работы в студии и нашел группу в очень плачевном состоянии. Нам пришлось реабилитировать некоторых участников для того, чтобы продолжить работу. Ярик, видишь? Тебе водички принести? Ярик, держи, пей. Мы решили, что тебе со льдом будет лучше. Как ты себя чувствуешь? Мы с ним даже тусили, устраивали какие-то вечеринки с его друзьями, ходили в сауну. Вот, все было ништяк. Ощущения от всей проделанной работы в Финляндии остались очень положительные. Это прям лютый прокач для нас. После сведения мы отправились домой, и нам потребовалось найти хорошую студию, которая смогла бы сделать нам мастеринг.
С мастерингом у нас на самом деле получилась очень интересная история. Мы связались с огромным количеством студий, которые, по нашему мнению, делали прикольные продукты. Получили довольно большое количество вариантов. Одну студию мы для себя выделили, это была Changa Studio. На этой студии мы остановились и нисколько не пожалели. Мастеринг там делают на уровне, зажали как надо. Мы долго общались с человеком по имени Шон Крисмас. И он сделал нам наикрутейший мастеринг. Чувак реально делает очень крутой финальный звук, работает быстро, качественно. После того, как он проделал свою часть работы над этим альбомом, звучание его стало то, каким вы слышите это сейчас. Результат превзошел все наши ожидания. Лично для меня это самый качественный продукт, который я выпустил как музыкант. Альбом получился наикрутейший, просто я не мог себе никогда вообразить такого качества, что я буду участвовать в записи и в сведении такого альбома. Звук получился крутой, и сыграли мы все на очень высоком уровне. Ощущения просто нереальные. В целом альбом получился даже не таким, каким мы его ждали и представляли, а получился круче, и это очень-очень здорово. Мы знали, что он получится крутым, но не ожидали, что он получится настолько крутым. После того, как мы завершили и сведение, мастеринг, было дикое ощущение усталости, потому что это колоссальное количество часов, это колоссальное количество труда. Но это однозначно того стоило, и я лично горд, что я писал такую пластинку, что такой результат получился. На данный момент это очень большой уровень, особенно для нашей страны. Немногим группам удается добиться такого качества. И прям я горд за нашу группу. Обложку к нашему альбому нарисовал отличный российский иллюстратор Виктор Миллер-Гаусса. Очень классный художник, мне довелось с ним поработать еще до этого альбома, и в принципе особо не возникало вопросов, у кого мы будем рисовать и делать обложку. На этой обложке вы можете увидеть саму внутреннюю составляющую всего этого альбома, увидеть саму точку кипения и настроения всего этого альбома. К нам пришла в голову определенная концепция, которую мы хотели отразить на нашей обложке. Та концепция, которая вбирает в себя все те переживания, все те эмоции и вообще обозначает то время, в котором мы находились, когда писали этот материал, эту музыку, когда мы ее записывали. Я считаю, что на этой обложке каждый из нас выбирает жизнь или смерть, плохое или хорошее, белое или черное. Мы Вите просто отдали эту концепцию. Витя спросил, можно ли что-то добавлять от себя. Мы, конечно, ему сказали, что да, добрый чувак. И, собственно, он сделал то, что он сделал. По моему мнению, это весьма-весьма крутая обложка, которая стоит немножечко особняком от всех пост-хардкоровых обложек, которые мы привыкли видеть последние пару лет. Кто же рисовал нам обложку? Обложку нам рисовал какой-то Тёмин друг, художник. Вот, но я, в общем-то, не очень в теме, так как для меня обложка это на втором плане, главное это музыка. В дальнейшем планы продвижения, концерты, съемки. Нужно сделать все, чтобы продвинуть этот продукт и донести его до максимального количества людей. Нужно, чтобы максимум людей услышали группу Aurora. Дальше мы много будем гонять по концертам. Мы надеемся, что у нас получится несколько туров. Дальше мы будем писать новый материал, не менее крутой. Попытаемся захватить мир. Что же мы будем еще делать? Ну, концерты, съемки, клипы, новые альбомы. Мы стараемся делать достаточно много интересного контента, который позволяет приоткрыть дверцу и
рассказать, кто мы, откуда мы и почему такой альбом появился, и о нас никто не знал. Мы будем стараться все это доносить. Новый материал, концерты. Ну, музыка для меня это абсолютно все. То есть это то, чем я живу. Это моя главная цель в жизни — добиться успеха в музыке. В общем-то, это дело, которым я занимаюсь постоянно, каждый день, бесконечно, не вылезая из своей лаборатории музыкальной. Занимаясь написанием музыки и выступая на концертах, я полностью отключаюсь от того, кем я являюсь в обычной жизни. И превращается все это... Выходят только голые эмоции, все, ничего больше. В моей жизни очень много значит группа. Я занимаюсь этой группой уже очень, достаточное количество лет. Это одно из основных видов деятельности в моей жизни, это одно из основных вещей в моей жизни. Группа и музыка для меня это, наверное, самое важное, что у меня есть в жизни. Моя жизнь просто связана вся с музыкой. Музыка равно жизнь. Тут все просто. И группа для меня, это мои братишки, самые крутые чуваки. Мои парни, они для меня стали просто семьей. Мне с ними круто находиться, круто тусить. Мы разговариваем на наши общие темы и понимаем друг друга, поддерживаем в сложной ситуации. Мне очень нравится заниматься своим любимым делом вместе с этими чуваками.